Призрак ночной трассы. Часть 1. Хватка. Встреча на шоссе. Холодный ветер бил в лобовое стекло моего Форда, когда я заметил его на обочине. 3 часа ночи. Трасса М7, где-то между Владимиром и Нижним Новгородом. Пустота. Только я, дорога и бесконечный лес по обеим сторонам. Человек махал рукой отчаянно, почти судорожно. Даже в свете фар я видел, с ним что-то не так. Одежда изорванная, лицо, будто после аварии. Кровь на лбу, волосы взъерошены. Он стоял прямо на краю асфальта, и его глаза, Господи, его глаза, смотрели прямо на меня с какой-то нечеловеческой мольбой. Я притормозил. Сердце ёкнуло. Может, человеку плохо? Авария, нужна помощь. Проехал метров 20, остановился. Включив аварийку. Посмотрел в зеркало заднего вида. Пусто. Абсолютно пусто. Ни человека, ни следов, ничего. Только темная лента дороги, уходящая в ночь. «Что за...» – пробормотал я и включил заднюю передачу. Фары высветили пустую обочину. Гравий, трава примятая, старая покрышка в кювете. Но человека нет. Я медленно прокатился назад метров на 30, туда, где только что видел его. Ничего. Выключил двигатель. Тишина обрушилась на меня, как вата. Только ветер свистел в ветвях сосен. Взял фонарик, вышел из машины. Ноги похолодели, и не от ночной прохлады. «Эй!» — крикнул я в темноту. «Вам помощь нужна?» Голос мой прозвучал глухо и как-то неправильно, будто лес проглотил его. Посветил фонариком в кусты, в лес. Стволы деревьев, тени, мох на земле. Тишина. А потом я услышал это. Сначала тихо, почти неразличимо. Плач. Детский плач. Ни одного ребенка, их было много, может 10, может больше. Голоса сливались в жуткий хор причитаний, доносившийся из глубины леса, откуда-то слева от дороги. Тонкие, надрывные, полные отчаяния. Кровь застыла в жилах. Фонарик дрожал в моей руке. Я светил в ту сторону, откуда доносился плач, но видел только стену деревьев и чернильную тьму между ними. Плач становился громче. Ближе. Я рванул к машине, запрыгнул внутрь, захлопнул дверь. Пальцы дрожали, когда я поворачивал ключ зажигания. Двигатель завелся с первого раза, слава богу. Выжал газ, и машина рванула вперед. В зеркале заднего вида виднелись только красные огоньки моих стоп-сигналов, отражающиеся на асфальте. Часть 2. Обманчивое спокойствие. 4 дня назад. Нужно вернуться назад. Объяснить, как я вообще оказался на этой проклятой трассе в 3 часа ночи. 4 дня назад все было нормально. Я, Михаил Соколов, 32 года, механик из Москвы. Получил заказ на перегон джипа из Казани в столицу. Хорошие деньги — 40 тысяч за 2 дня работы. Владелец машины, какой-то бизнесмен, сам ехать не мог, нанял меня. Я занимаюсь перегонами уже 5 лет, знаю все трассы как свои 5 пальцев. Выехал из Казани в 6 вечера. План был простой — доехать до Нижнего, переночевать в гостинице, а утром добить до Москвы. Обычное дело. Жена Лена провожала меня с недовольным лицом. «Опять ночью поедешь», — сказала она, качая головой. «Миша, тебе уже 32. Может, хватит мотаться, как оглашенному?» «Последний раз», — улыбнулся я, целуя ее в щеку. «Обещаю. Этими деньгами закроем кредит за квартиру, и я возьму нормальную работу». Она вздохнула и обняла меня. «Только езжай аккуратно и позвони, когда доедешь». Я обещал. Все шло по плану первые 300 километров. Трасса М7 была почти пустой. Будний вечер, конец октября. Кому охота мотаться по ночным дорогам? Я включил радио, слушал какую-то передачу про футбол. За окном мелькали редкие деревни, заправки, придорожные кафе. Но где-то после Владимира что-то изменилось. Сначала я не обратил внимания. Просто радио начало хрипеть, ловить помехи. Я переключил на другую волну, потом еще одну. Везде треск и белый шум. «Наверное, зона приема плохая», — подумал я и выключил приемник. Тишина накрыла салон. Только гул двигателя и шум покрышек по асфальту.
Я взглянул на часы. 23:47. До Нижнего оставалось около 100 километров. Впереди какой-то участок лесной, без населенных пунктов. Просто деревья по обеим сторонам дороги и изредка знак ограничения скорости или указатель поворота. Тогда я еще не знал, что через 3 часа моя жизнь перевернется. Часть 3. Первые трещины. Повторение. Спидометр показывал 120, когда я увидел его снова. Тот же человек, та же изорванная одежда, та же кровь на лице. Он стоял на обочине километрах в 5 от того места, где я видел его в первый раз, и махал рукой. Точно так же, отчаянно, судорожно. Невозможно. Это невозможно. Я пролетел мимо него на полной скорости, не притормозив ни на секунду. В зеркале заднего вида увидел, как его фигура становится все меньше, а потом исчезает в темноте. Сердце билось как бешеное. Руки вспотели на руле. Я вытер ладонь от джинса, не снимая ногу с газа. Мысли метались. Не может быть один и тот же человек, просто похожий. Или я устал, глаза слипаются, галлюцинации начались. Но я знал, что это был он. Точно он. Та же рана на лбу, те же безумные глаза. Как он мог оказаться впереди меня? Я ехал больше 120. Он что, телепортировался? Я разогнался до 140. Лес вокруг был глухим, непроницаемым. Ни одного огонька, ни одного поворота на деревню или заправку. Просто дорога, деревья и ночь. Взгляд упал на зеркало заднего вида. Проверить, не преследует ли меня кто. И я увидел его. Он сидел на заднем сиденье, прямо за моей спиной. Лицо бледное, как у мертвеца. Глаза широко раскрыты, смотрят прямо на меня. Рот приоткрыт. Из раны на лбу сочилась темная кровь, стекая по щеке. Я закричал. Машину швыряло из стороны в сторону. Я вцепился в руль, пытаясь удержать ее на дороге. Резко дернул головой, чтобы оглянуться назад. Пусто. Заднее сиденье было пустым. Только моя куртка лежала там, где я ее бросил. «Господи, Господи», — шептал я, судорожно вдыхая воздух. Чудом удалось не слететь в кювет. Сбросил скорость, руки тряслись так, что еле держал руль. И тут впереди показались фары встречной машины. Я чуть не заплакал от облегчения. Живой человек. Не призрак, не галлюцинация. Настоящий водитель, едущий навстречу. Я замигал дальним светом, приветствуя его, почти умоляя остановиться. Машина, старый «Жигуль», пронеслась мимо, не притормозив. За рулем сидела женщина, не повернув даже головы в мою сторону. И когда она проехала, я в свете фар увидел его снова. Теперь он стоял прямо посреди дороги, метрах в 50 впереди, неподвижный, смотрел на меня. Я ударил по тормозам изо всех сил. Часть 4. Погружение в кошмар. Заправка и кемпинг. Визг покрышек. Запах горелой резины. Машина остановилась метров в 10 от него. Фигура стояла в свете фар, отбрасывая длинную уродливую тень. Я видел каждую деталь. Рваную куртку, окровавленные руки, лицо. Это лицо. На губах его застыла кривая улыбка. Я включил задний ход, не сводя взгляда с него. Машина поползла назад. Он не двигался, просто стоял, смотрел. А потом растворился. Словно его и не было. Просто исчез в воздухе, как дым. Я развернул машину на 180 градусов и погнал обратно, туда, откуда приехал. Наплевать на пригон, наплевать на деньги. Мне нужно было выбраться из этого проклятого леса. Через 20 минут дикой гонки увидел огни. Заправка. Круглосуточная АЗС на обочине с небольшим магазинчиком и кафе. Я влетел на территорию так резко, что чуть не снес рекламный щит. Выскочил из машины, ноги подкашивались. Оглянулся. Дорога пустая. Лес молчит. Только ветер гонит сухие листья по асфальту. В магазине за кассой дремал пожилой мужик в засаленной куртке. Он поднял голову, когда я ввалился внутрь, и недовольно посмотрел на меня. «Закрываемся уже», — буркнул он. «Мне
«Мне нужно переночевать где-то здесь», — выдавил я. «Гостиница есть? Кемпинг?» Он почесал затылок. «Кемпинг километрах в 3 есть, круглосуточный, домики сдают». Я кивнул, купил сигарет и поехал туда. Кемпинг оказался старым, облезлым. Несколько деревянных домиков вокруг центрального здания с ресепшеном. На стоянке стояли 3 машины, горел одинокий фонарь. Я припарковался прямо под ним, поближе к свету. На ресепшене сидела молодая девушка, уткнувшись в телефон. Она подняла глаза, когда я вошел, и улыбнулась дежурной улыбкой. «Добрый вечер. Вам домик?» «Да, на 1 ночь». Оформление заняло 5 минут. Она выдала мне ключ от домика номер 7, объяснила, где он находится. Я взял свою сумку из машины и пошел к домику, оглядываясь каждые несколько шагов. Тишина, только шелест листьев и далекий крик какой-то ночной птицы. Домик был маленьким, но чистым. Кровать, стол, стул, умывальник в углу. Крошечная душевая кабинка. Я запер дверь на оба замка, задвинул щеколду и сел на кровать. Руки все еще дрожали. Я достал телефон. Позвонить Лене, сказать, что все в порядке. Но сигнала не было. Ни одного деления. Странно. Обычно здесь связь нормальная. «Утром позвоню», — подумал я. Мне нужно было поспать. Голова раскалывалась, глаза слепались. Может, все это просто усталость? Я ехал уже 9 часов подряд, не считая небольших остановок. Может, мозг отключился, и я начал видеть галлюцинации? Я разделся, лег на кровать, натянул одеяло до подбородка. Свет не выключал, не мог заставить себя остаться в темноте. Сон пришел быстро, тяжелый и беспокойный. Я видел лес, дорогу, фигуру человека с окровавленным лицом. Слышал детский плач, доносящийся откуда-то из-под земли. Видел свою машину, катящуюся по дороге без водителя, а на заднем сиденье сидели они, дети, бледные, с пустыми глазами. Я проснулся резко, задыхаясь. Раннее утро. Сквозь окно пробивался серый рассветный свет. Я сел на кровати, проведя рукой по лицу. Рубашка промокла от пота. Кошмар. Просто кошмар. Встал, пошел в душ. Теплая вода помогла немного прийти в себя. Я стоял под струями, закрыв глаза, пытаясь смыть остатки ночного ужаса. Когда вышел из душевой, вытираясь полотенцем, взгляд упал на зеркало над умывальником. На запотевшем стекле был нарисован знак. 3 пересекающиеся линии, образующие что-то вроде искаженного треугольника с кругом в центре. Нарисован пальцем, будто кто-то провел по влажному зеркалу. Полотенце выпало из рук. Я был здесь один. Дверь заперта, окна закрыты. Медленно подошел к машине, чтобы забрать вещи и уехать отсюда к чертям собачьим. Открыл заднюю дверь и замер. На сиденье лежала моя куртка. А на ней, будто вырезанный ножом, был тот же знак. Края неровные, но символ узнаваем. 3 линии, треугольник, круг. Я захлопнул дверь. Сердце бешено колотилось. Что это, черт возьми? Что это значит? Часть 5. Нарастание хаоса. Преследование. Я уехал из кемпинга, даже не вернув ключ. Просто сел в машину и погнал. Куда, неважно. Главное, прочь. Но знак преследовал меня. В тот же день, остановившись заправиться, я обнаружил его нарисованным на пыльном капоте машины. На следующее утро на стене гостиницы, в номере, где я ночевал. На 3-й день на оконном стекле моей квартиры в Москве. Я перестал спать нормально. Каждую ночь мне снились дети, плачущие в темноте. Я видел его, окровавленного человека, стоящего в углу комнаты, в коридоре, за стеклом балкона. Лена заметила, что со мной что-то не так. «Миша, ты выглядишь ужасно», — сказала она однажды вечером. «Что случилось? Ты с той поездки вернулся как не в себе». Я не мог ей рассказать. Она подумала бы, что я сошел с ума. Я и сам начал так думать. Но знак был реален. Я фотографировал его каждый раз. У меня на телефоне было уже больше 10 снимков. Одинаковый символ. Всегда одинаковый. Я начал искать информацию в интернете.
пробивал по изображениям, искал на форумах мистики, эзотерики, оккультизма. Ничего не находил. А потом на какой-то малоизвестном сайте о славянских рунах я нашел упоминание. Знак взывающего. Используется душами, не нашедшими покоя. Просьба о помощи из загробного мира. Требует ответа. Под текстом было нарисовано изображение. Мой знак. Я сидел перед компьютером, чувствуя, как холод растекается по венам. Он просил о помощи. Призрак на дороге. Человек, который не мог найти покоя. Он просил меня о чем-то. Пытался показать что-то. И дети. Эти плачущие дети. Я понял, что должен вернуться. Часть 6. Кульминация. Возвращение в лес. Через 2 недели я поехал обратно. Но на этот раз не один. Мой друг Саша, бывший военный, согласился поехать со мной. Я не рассказал ему всей правды. Сказал только, что видел что-то странное на дороге и хочу проверить. Саша скептик, не верит в мистику, но рад был составить компанию. «Приключения», — усмехнулся он, укладывая карабин в багажник. «Давно не было». Мы выехали рано утром. Я точно помнил место. Участок трассы М7 между Владимиром и Нижним, километр 372. Густой лес по обеим сторонам. Добрались к вечеру. Остановились на обочине, там, где я в первый раз видел призрака. «Ну и что теперь?» — спросил Саша, оглядываясь. «Здесь ничего особенного. Нам нужно войти в лес, туда, откуда я слышал детский плач». Он посмотрел на меня с сомнением, но кивнул. Мы взяли фонари, Саша карабин и двинулись между деревьев. Лес встретил нас тишиной. Ни птиц, ни шороха животных. Только хруст веток под ногами и наше дыхание. Мы шли минут 20, углубляясь все дальше. Я не знал, куда иду. Просто шел, будто что-то вело меня. «Миха, может, хватит?» — позвал Саша. «Тут ничего нет». Но я остановился. Впереди сквозь деревья виднелась скала. Небольшая, 3 метра высотой, поросшая мхом. А у ее основания расщелина. Узкая, темная, уходящая вниз. Я подошел ближе. Посветил фонарем внутрь. Расщелина была глубокой, 5 метров, может больше. И на дне лежало что-то. «Саш, иди сюда», — позвал я тихо. Он подошел, посветил своим фонарем. «Ёб твою мать», — выдохнул он. Внизу, на дне расщелины, лежал скелет. Одежда полусгнившая, кости белые. «Это же человек», — прошептал я. «Он там... сколько? Годы?» Саша достал телефон. «Связи нет. Нужно вернуться к машине и вызвать полицию». Но я не мог отвести взгляд. Спустился на колени, пытаясь разглядеть детали. И тут я заметил еще кое-что. В стороне от скелета, в углу расщелины, лежали детские кроссовки. Маленькие. И рядом еще одна пара. И еще, Господи, дети. «Саша», — голос мой дрожал, — «там не один человек». Мы светили фонарями, пытаясь разглядеть. Скелетов было несколько. Маленьких, детских. Я почувствовал, что сейчас вырвет. Полиция приехала через час. Мы ждали у машины, куря сигарету за сигаретой. Саша молчал, лицо у него было серым. Когда опергруппа начала работать, я подошел к следователю, женщине лет 40 с усталым лицом. «Я хочу рассказать вам кое-что», — начал я. И рассказал. Про призрака на дороге, про детский плач, про знак, который преследовал меня. Она слушала, не перебивая, и в конце кивнула. «Понимаю. Спасибо за информацию». Но я видел по ее глазам, она не верит. Считает меня чудаком или фантазером. Когда доставали останки, это заняло несколько часов. Расщелина была узкой, спускаться туда пришлось альпинистам. Я стоял в стороне, наблюдая. И вот один из полицейских поднялся наверх, держа в руках прозрачный пакет. В нем был листок бумаги, пожелтевший, затертый, но еще читаемый. Следователь позвала меня к себе. «Вы помогли нам найти тела.
Хотите узнать содержимое, чтобы вас не мучила тайна всю жизнь? Нашли это в кармане у тела взрослого. Похоже на прощальное письмо. Взяла пакет, посмотрела на листок. Давайте прочтем вместе. Записка. Если кто-то это найдет, значит, я уже мертв. Меня зовут Алексей Кравцов. Мне 34 года. Я водитель-дальнобойщик. Сегодня 12 октября 2019 года. Я ехал по трассе М7 вечером и увидел на обочине 2 детей. Они были сильно напуганы. Они плакали, просили о помощи. Я остановился, хотел помочь. Но как только вышел из кабины, на меня напали. 2 мужчин. Ударили чем-то тяжелым по ребрам. Сказали, что заберут мою машину, а мое тело бросят в лесу. Я оттолкнул одного и убежал в лес. Не знаю, как нашел силы. Адреналин, наверное. Было темно, они меня потеряли. Или побежали за детьми, которых сволочи использовали как приманку. Я споткнулся и упал в эту проклятую яму. Выбраться не могу. Высота 4 метра, а стены далеко от отверстия. Напоминает большую комнату высокую, где отверстие посередине потолка. Я повредил ногу, сломал, кажется. Больно дышать, ребра треснули. Кричал, звал на помощь. Никто не слышит. Телефон был в машине. Я нашел здесь останки 2 маленьких тел. Скорее всего, детских. Господи. 2 скелета в углу этой ямы, сидя обнявши друг друга, которые умерли, скорее всего, несколько лет назад. Как попали сюда, непонятно, возможно, так же, как и я. Воды нет, еды нет. Я пытался пить дождевую воду, что стекала по стенам, но ее мало. Силы уходят. Прошло уже 5 дней. Моя нога гниет. Чувствую запах. Бред начинается. Слышу голоса, вижу лица. Я не увижу своих детей. Мою дочку Светлану. Ей только что исполнилось 7. Сына Костю, ему 5. Я обещал им, что привезу подарки из поездки. Обещал Свете куклу, а Косте машинку на пульте управления. Не увижу свою жену Ирину. Мы были вместе 10 лет. Я любил ее так сильно. Каждый день благодарил судьбу, что она моя. Прости меня, Ира. Прости, что не смог вернуться. Прости, что оставил вас одних. Береги наших детей. Скажи им, что папа любил их больше всего на свете. Я хотел просто помочь. Увидел детей, которым плохо, и хотел помочь. Всего-то. Ира, если ты это читаешь, не плачь. Живи дальше. Найди кого-то хорошего. Дай детям отца. Я не хочу, чтобы вы страдали всю жизнь. Светочка, Костенька, папа очень вас любит. Будьте хорошими. Слушайтесь маму. Учитесь в школе. Будьте счастливы. Пожалуйста, будьте счастливы. Мне очень жаль, что не обниму вас больше, что не поцелую на ночь, что не увижу, как вы растете. Простите меня, мои любимые. Я так хотел домой. Я стоял не в силах пошевелиться. Слезы текли по лицу. Он умирал здесь 5 дней. 5 дней агонии, боли, отчаяния. Один в темноте, окруженный телами мертвых детей. И его душа не могла найти покоя. Он ждал. Ждал, что кто-то найдет это место, что кто-то поможет, если не ему, то хотя бы его семье. Чтобы они знали, что случилось, чтобы могли похоронить его, чтобы преступники были найдены. Он выходил на дорогу раз за разом, пытаясь привести кого-то сюда, и, наконец, привел меня. Следователь положила руку мне на плечо. «Вы сделали правильно, что вернулись», — тихо сказала она. «Благодаря вам мы нашли их. Теперь они смогут упокоиться». Часть 7. Эпилог. Тишина. Прошло 3 месяца. Полиция нашла преступников. Банду из 4 человек, орудовавших на трассе М7 несколько лет. Они признались в 11 убийствах. Их судили, приговорили к пожизненному. Тела детей и Алексея Кравцова были опознаны и преданы земле. Я был на похоронах Алексея. Встретил его жену Ирину, худенькую женщину с пустыми глазами. Она обняла меня
и прошептала «спасибо». Дети, Света и Костя, стояли рядом, держась за руки. Света плакала. Костя смотрел на гроб, не понимая до конца, что происходит. Я дал Ирине конверт с деньгами, все, что мог собрать. Она сначала отказывалась, но я настоял. Это были деньги за тот перегон, который я так и не закончил. Мне они были не нужны. После похорон я поехал на то место в лесу. Расщелину полиция засыпала, поставили небольшой крест. Я стоял там, глядя на крест, и чувствовал тишину. Настоящую тишину. Без детского плача. Без ощущения чего-то присутствия. Он ушел. Наконец-то нашел покой. Я больше не видел знак. Не видел призрака на дороге. Кошмары прекратились. Но иногда поздней ночью, когда я не могу уснуть, я думаю о нем. Об Алексее Кравцове, который просто хотел помочь. И о детях, чьи жизни были украдены. Я думаю о том, сколько еще таких мест на наших дорогах. Сколько душ не может найти покоя. Сколько историй так никогда и не будет рассказано. Сейчас я по-прежнему работаю механиком. Отказался от перегонов. Лена была права, хватит мотаться. Мы закрыли кредит, живем спокойно. Но каждый год, 17 октября, в день, когда Алексей написал свою последнюю записку, я приезжаю к тому кресту в лесу. Привожу цветы. Стою в тишине. И каждый раз, уезжая оттуда, я смотрю в зеркало заднего вида. Заднее сиденье всегда пусто. Но я знаю, он там, где-то, вместе со своей семьей. В мире, где нет боли, страха и темноты. И это дает мне покой. Вопрос к слушателю. А вы бы остановились, увидев на ночной дороге человека, просящего о помощи? Вы бы рискнули своей жизнью ради незнакомца? И если бы вы оказались на месте Алексея, в темноте, один, умирая, о чем бы вы думали в последние минуты? Что бы вы написали в своей последней записке? Подумайте об этом. Подумайте о людях, которые исчезают на дорогах. О тех, кто так и не вернулся домой. Дорогие гости канала, это рассказ не только об ужасе и мистике. Это история о том, как хрупка человеческая жизнь. О том, как один момент, одно решение остановиться или проехать мимо может изменить все. Это напоминание о тех, кто исчезает бесследно, оставляя за собой лишь боль и вопросы без ответов. О семьях, которые годами ждут, надеясь на чудо. О душах, которые не могут найти покоя, пока правда не будет раскрыта. Но прежде всего, это история о любви. О том, как сильно мы любим тех, кто рядом с нами. О последних мыслях человека, который понимает, что больше никогда не обнимет своих детей, не поцелует жену, не вернется домой. Слушая эту историю, подумайте о своих близких. Обнимите их крепче. Скажите, как сильно вы их любите. Потому что завтра не обещано никому. Цените каждый момент. Любите друг друга. Возвращайтесь домой.